Раскол, эпизод 18. Сумасшедшие вокруг нас. История психических болезней – это довольно древняя штука. Например, в Библии описывается король Саул, от которого отступился Господь, и которого злой дух сделал беспокойным. Навуходоносор вообще был параноиком, который вообразил себя зверем. В греческом эпосе описано Аякс, который в припадке бешенства бросился на свой меч. Эдип, например, обладал целым набором психических отклонений. Известный всем Гиппократ связывал душевные болезни с болезнями мозга, в том числе и под влиянием наследственности. Первая большая эпидемия душевных болезней обнаружилась в Западном мире к концу крестовых походов. Это результат насаженной религией безумной идеи об овладении Святой Землей. Доктор Лепман в своей статье «Влияние культуры на здоровье человека», которую издали в 1904 году, указывает: крестоносцы только на короткое время достигли своей цели. Святая Земля скоро опять стала добычей сарацинов, а одушевление превратилось в горе и неумолимое стремление вновь завладеть драгоценным сокровищем. При таком состоянии умов у целого класса было нарушено душевное равновесие, а именно у детей, у которых величайшая мягкость души соединяется с наименьшей способностью сопротивления. Они очутились во власти навязчивой идеи, которую история передает под именем детских крестовых походов. Первая душевная эпидемия Средневековья возникла в 1212 году во Франции, из тех, что зарегистрировано, где некий мальчик-пастух вообразил себя мессией и убеждал своих сверстников идти с ним в поход и завоевывать Святую Землю. При попытках удержать детей последние плакали день и ночь, у них начиналась дрожь во всех членах, и они гибли от горя. Поход этот состоялся. По пути к Марселю погибло много детей, а в Марселе эту толпу, находящуюся в состоянии экстаза, погрузили на 7 кораблей, доставили в Александрию, и там их все благополучно продали в рабство. Аналогичные походы происходили и в Германии. В частности, известен такой факт. Без всякого предварительного уговора 15 июля 1237 года в Эрфурте собралось около 1000 детей, которые с танцами и прыжками переправились через Штейгервальд в Арнштадт. Я вам замечу, что это порядка 20 километров по пересеченной местности. Представляете себе толпы детей, которые приплясывают, танцуют, возбужденные. 20 километров. Родители ничего не подозревали. Когда же на следующий день они забрали детей, у последних долгое время обнаруживалась физическая слабость, дрожь и припадки судорог. Следующая волна сумасшествия – это, наряду с происходившим вырождением, пляска святого Витта, которая явилась последствием свирепствовавшей тогда в Европе пандемии бубонной чумы. Первый раз она была замечена в Ахене в 1374 году. Туда собрались с верховья Рейна толпы мужчин и женщин, и, будучи вне себя, держась за руки, целыми часами открыто и без всякого стыда неистово танцевали, пока не падали в полном истощении. Животы упавших вздувались, тело больного связывали платками, а потом оставляли на свободе до нового припадка. Больные страдали ошибками зрения и слуха, были одержимы галлюцинациями, видели духов и выкрикивали их имена. По рассказам многих из выздоровевших, им казалось, что они находились в потоке крови, и вследствие этого старались подпрыгнуть выше. Как же можно объяснить все то, что описано? Начнем с того, что это происходило не повсеместно, а лишь на отдельных территориях. И все дело в строении человека тех времен. В IX веке у многих людей был еще активен внутренний центр, ответственный за координацию. Он находился в районе солнечного сплетения, а импульсы от него расходились по всему телу и обеспечивали не только координацию в пространстве, но и захватывали всю сферу 4 нижних тел, включая сознание. По мере изменения среды функции отмирали, управление передавалось на мозжечок, вставали определенные шаблоны поведения, и к XII веку этого уже не осталось. В это время именно к детям, как наиболее незащищенной группе, и стали применяться полевые воздействия. Это были первые видимые эксперименты по гашению сознания и управлению психологией масс. Это попытка перевести коллективное бессознательное к роевому мышлению. Инициаторы этого, как правило, обладали возможностью производить сильное гипнотическое воздействие, которое в первую очередь было направлено на область, отвечающую за управление. Это вот сюда, вот это третий глаз и лобные доли.
Стояло за этим темное жречество, а потом это передалось иезуитам. Напомним, что в это же время на Руси были отмечены проявления подземного гула. Это то самое монголо-татарское иго, о котором мы рассказали в одном из наших роликов. Способ воздействия был одинаков. В пустотах внутри Земли были расставлены ретрансляторы. На них поступали сигналы из космоса и околоземного пространства, которые многократно усиливались и сбивали природные вибрации самой Земли. В результате происходил сдвиг, а подверженные этому теряли координацию движений. Известно из тех времен и до сих пор такое заболевание, как пляска святого Витта, еще ее называют ревматическая хорея или английская хорея. Это вид психического расстройства, которое возникает преимущественно у детей возрастом от 6 до 15 лет. Современные исследования выявили, что эта болезнь является следствием нарушения иммунных механизмов. Наиболее типичными психическими расстройствами выделяют повышенную утомляемость, капризность, нарушение памяти, депрессивное состояние, истеричность, помрачение сознания, страхи, потерю ориентации, дефицит внимания и гиперактивность. Но еще в средние века было отмечено, что когда в детских приютах страдающие витовой пляской лежали в общих залах, то вскоре у всех лежащих в этом же зале появлялись одинаковые судорожные движения. И это не какая-то вирусная инфекция. Здесь опять речь идет о гипнотическом воздействии. Сумасшествие широко распространилось в средние века, во времена инквизиции, и достигло своего пика в XIV-XV веках. В 1573 году английский парламент принял решение, которое позволяло крестьянам охотиться на сумасшедших, которые в своем безумии воображали себя превращенными в диких зверей и блуждали в лесах. Ну, надо заметить, что вообще Англия в плане сумасшествия впереди планеты всей всегда была. Например, Бетлемская королевская больница в Лондоне, так называемый Бедлам, это одно из старейших психиатрических учреждений в Европе. Оно было основано аж в 1247 году. Отсюда, кстати, вошедшее в современный язык слово «бедлам» – это синоним понятия «беспорядок». Кроме Германии и в других странах Европы возникали подобные явления. Например, тарантизм в Италии. Причиной тарантизма, как тогда считалось, служил укус тарантула, но этому не нашли никаких научных подтверждений. В начале развития эпидемии достаточно было любого укуса – скорпиона или ящерицы, или даже можно было просто наблюдать, как кто-то кого-то кусает, для того, чтобы вызвать болезненное душевное напряжение. Это напряжение приводило к тому, что человек начинал биться в танце. Тарантизм начинался меланхолия, которая при звуках музыки переходила в веселость. Плачущие просыпались от своего оцепенения и начинали танцевать в такт мелодии, пока не падали от истощения. Те, в ком музыка не пробуждала желание танцевать, переходили из первоначального мучительного состояния в состояние продолжительного помешательства или получали другие тяжелые страдания – слепоту и глухоту. Вследствие этого пришли к мысли воспользоваться для лечения силой музыки и сочиняли особые пьесы, так называемые тарантеллы. Тарантизм в форме мучительных эпидемий продолжал появляться до конца 17 столетия. Что же лежит в основе этого? Дело в том, что тогда не понял, при чем здесь пауки, то есть при чем здесь инсекты, и не связал появление болезни со щелкающими звуками, с трескотней, которые многие насекомые издают. Это тоже оказывало гипнотическое воздействие, сбивая естественный ритм. А далее происходила перенастройка организма, что и вызывало конвульсии. Также нельзя не отметить, что в средние века началось массовое заведение ботов на территорию нынешней Европы. Происходило это через открытие уже упомянутых нами пустот и переходов. Заходившие, созданные с применением живого человеческого материала, имели практически одинаковую внешность и соответствующую данной местности одежду. Это такие мистеры Смиты. Они расселялись и ассимилировались, а многократное их перекрещивание с местным населением и среда обитания наложили свои отпечатки на будущий фенотип. Затем возникли произошедшие от этого подвиды. Тарантизм как раз и показывает процесс активации ботов. Так как при создании ботов использовались частички живого, то именно эти частички и откликались на звуки музыки определенного строя. Музыка в данном случае вносила дисбаланс. Отсюда и такие странные поведенческие реакции. Не менее интересно в плане изучения сумасшествия и движения флагеллантов или бичующихся. В основном это были члены религиозных общин, которые надеялись посредством истязания своего тела получить прощение грехов.
Толпы мужчин и женщин публично каялись, произнося молитвы и бичуя себя. В период пандемии чумы 1348-1349 годов процессии бичующихся заполонили всю Южную и Центральную Европу. Первоначально католическая церковь спокойно взирала на флагелланство как на один из видов аскезы, однако впоследствии подобная деятельность стала осуждаться, а в 1349 году папа Климент VI запретил флагелланство. Исследователи полагают, что движение флагеллантов могло послужить одним из поводов к возникновению русской секты хлыстов, но они бы возникли и без этого, хотя бичевание – это другая программа. Дело в том, что на нашей территории до XI века никакой заразы не заходило. На Руси это появилось гораздо позже, лишь с приходом к власти династии Романовых. Считается, что святой Иринарх Ростовский, скончавшийся в 1616 году, более 30 лет не снимал вериг. После смерти Иринарха осталось 142 медных креста, 7 наплечных вериг, цепь в 20 сажен, которую он носил на шее, железные ножные путы, 18 ручных оков, связни, которые носил на поясе весом в пуд, и железная палка, которую он избивал свое тело и прогонял бесов. Давайте приоткроем тайну. Упоминаемый здесь Иринарх чем-то напоминает патриарха Никона, о котором мы рассказали в одном из расколов. Этот персонаж тоже производный генетических экспериментов. Получать определенные реакции у подобных особей, находящихся в белковом теле, возможно только при очень сильных ударах, так как у них практически отсутствует нервное окончание. Если для обычного человека это являлось бы нестерпимой болью, то для подобных созданий это наслаждение. Предание гласит, что в 1645 году в Стародубской волости Муромского уезда Владимирской губернии в приходе Егорьевском на горе Городина сошел на землю сам Господь Саваоф и вселился в плоть Данила Филипповича и дал людям 12 новых заповедей. Данный персонаж и применял гипнотическое воздействие к своим последователям. В 1716, 1721 и 1732 годах были возбуждены первые судебные дела о хлыстах. В указе императрицы Анны Иоанновны от 7 июня 1734 года говорится, что в этой ереси были многие князья, бояре, боярыни и другие разных чинов помещики и помещицы, из духовных лиц архимандриты, настоятели монастырей. Там же отмечается, что имелись целые монастыри, мужские и женские, поголовно уклонявшиеся в хлыстовщину. Богослужения хлыстов, или как они их называли, родения, происходили ночью и состояли в молитвах, пении, самобичевании и танцекружении, при котором они доходили до состояния экстаза. Смысл подобного состоял в том, что искали мутировавших, способных это вытерпеть, так как многие умирали, не выдерживая подобного. И не забываем о том, какой трескающий звук издает хлопок хлыста. Это как раз и явилось показателем того, сколько потомков заведенных когда-то нелюдей уже присутствовало в тот период в белковых оболочках. Петр I лишь дал зеленый свет заходившему в Россию потоку извращенцев чуждой генетик. Но в случае с хлыстами преследовалась еще цель заведения в народ страха, а щелкающие вибрации распространялись, оказывая влияние на сознание. Поэтому неудивительно, что первые дома для душевнобольных появились в России только в 1775 году и были рассчитаны на небольшое количество мест. Примерно в 1770 году возникла секта скопцов, первыми проповедниками которой стали Андрей Петров Блохин и Кондратий Иванович Селиванов. Влияние Селиванова проникло и в дворянскую среду. В 1817 году в Петербургском Михайловском замке проходили родения Духовного союза, созданного Екатериной Филипповной Татариновой. И тоже применяло сильное гипнотическое воздействие, в результате которого возникали психические отклонения. Скопцы считали, что единственным путем спасения души является борьба с собственной плотью через оскопление. В Российской империи секту скопцов преследовали, ее членов ссылали в Сибирь. Первый суд над сектой состоялся в 1772 году, когда судили целую общину в количестве 246 человек. Несмотря на это, секта была довольно многочисленна. Во второй половине XIX века скопцов насчитывалось около 6 тысяч, главным образом в Тамбовской, Курской, Орловской губерниях, в Сибири, где богатые скопческие общины покупали земли у местного населения. В нашей стране сообщества скопцов просуществовали вплоть до 1990-х годов в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области, в Орловской области, на Северном Кавказе и в Москве. В
ходе своих родений скопцы предавались до одурения пляскам, которые истощали их силы, что, по мнению скопцов, ослабляло злую лепость. А с другой стороны, действовали на радеющих как бы наркотически, доставляя им особого рода наслаждение и радость. В романе, кстати, «Современная идиллия», это Салтыков-Щедрин написал, скопцы упоминаются как менялы и меняльная секта. Ничего не напоминает? Скопцы, в отличие от хлыстов и прочих извращенцев, это другая генетическая ошибка. Это мутировавшие результаты экспериментов двуполых инопланетных. Так как они не выносят Солнце, то свои органы они называли родениями, дабы перевернуть смысл. Отсюда же и злая лепость. Лепость не бывает злой. Их ночное бдение – это некое ритуальное отражение процессов, когда в космосе проявлена темная сторона. Но эта программа не была долгоиграющей из-за постоянно возникающих сбоев в генетике. И сейчас практически не осталось подобных особей. Ну, чем был хорош СССР? Тогда, в 70-х годах, удалось, открыв возможности миграции, выдавить из страны носителя отрицательной генетики. Это было одним из проектов наших спецслужб, который в своих романах описал Григорий Климов. Мы о нем уже рассказывали. Кому интересно, можно почитать. Руководители тогда понимали, что процент умалишенных и латентных извращенцев не может превышать 10% от общей массы. В противном случае роевое мышление возьмет вверх. Но враги не оставляют попыток. Живой природы с каждым годом становится все меньше. И как только среда проседает, как только заходят шумы и чужие вибрации, активируются накопленные генетические ошибки. Подобные сбои время от времени возникают, и часто это наблюдаются у детей. В качестве примера известно в городах сообщество рёдан и так называемые квадроберы. Это тоже временное явление. Несмотря на все попытки внедрить роевое мышление, спираль вращается, и никак врагам не удается сформировать общество особей в белковых телах с мозгом, заполненных роевыми программами. И даже дебилизация населения через развал системы образования этого не решила. Я рёдан наблюдал в уличных драках, но не в уличных, они в одном из торговых центров, их били спортсмены. С квадроберами вообще столкнулись, будучи в Екатеринбурге на нашем образовательном форуме. Представляете, в Центральном парке сидят две тетки, которые детей всех за деньги раскрашивают вот под этих животных. Ну, то есть прямое внедрение. Недалеко от Ельцин-центра находится. Были удивлены до крайности. Несмотря на то, что даже в Государственную Думу вносили эти вопросы на рассмотрение. Но ВОЗ пока и не там. Значит, что же нам надо понять из вышеизложенного? Сейчас старые запущенные эксперименты окончательно вышли из-под контроля. Австралийская пирамида управления, которая раньше верховодила всеми этими процессами, уже не справляется. Что на что влияет, понять достаточно трудно. Все очень сильно перемешалось, а боты мимикрируют. Что касается душевно больных, то медицина в данном случае бессильна. Природные ритмы способны лишь удерживать их в определенных рамках, но выздоровление при этом не происходит. А применение барбитуратов или там сильно действующих лекарств тоже не решает проблемы, так как организм-то угасает, но предпосылки поля остаются. Они висят как слепки, и при первом удобном случае они активируются. Нужно понимать, что сейчас вся генетика перемешана, а управление людьми продолжает осуществляться через полевые воздействия вот сюда, вот на центр лба. Поэтому все, кто обладает прямым видением, либо объявляются сумасшедшими, либо гасятся. Посмотрите, пожалуйста, отрывок из Каменской. Фильм называется «Не мешайте палачу». С генералом Булатниковым мы разработали систему абсолютного подчинения личности. Мы находили подходящих людей, кодировали их. Человек продолжал жить обычной жизнью, но в определенный момент к нему подходил некто, называл ключевую фразу или цифру, и человек выполнял любое приказание. Так просто. Просто нажать кнопку. А не просто сделать машинку. Видите, я нашел ее в психушке, заколотой аминозином за навязчивую идею, что она умеет читать чужие мысли. Она действительно умеет читать чужие мысли. Раньше люди рождались с открытым восприятием, а сейчас у большинства все закрыто. Такие случаи скорее являются исключением. Масса же создает общее поле, в которое постоянно вбрасывается разнородная информация, чтобы легко было управлять стадом. Можно вспомнить известных всем Задорнова и Данилова, которые имели не так много времени, чтобы провести сюда какие-то вещи, чтобы рассказать о чем-то успеть.
Но агрессия, которая исходит от основной массы, способствует разрушению защитного светового кокона человека, даже если он есть. Выход только один. Нужно начать замечать подобные явления. Они не должны проходить незамеченными. Тот, у кого внутри сохранилось живое, должен понимать, что так быть не должно. Когда такие люди начинают объединяться, они сразу становятся угрозой для системы. Многие дети сейчас уже заходят с открытым видением. Менять систему будут именно они, а мы должны подготовить все условия для этого. Чтобы люди выросли психически нормальными, нужны свободные пространства, доброе сердце и ответственность за свою жизнь. Пси-энергия должна свободно протекать и раскрываться в созидании на большие расстояния. Тогда и произойдет переформатирование. Вопрос, кто или что управляет твоей жизнью, может привести тебя к какому-то пониманию. Человеку нужно благозвучие, а не щелчки. Насаждение чуждых идеалов как раз и формирует разрушительное поле. А защищает наше поле русский язык и русский код.